Рамки того, что мы можем обсуждать на этом канале, с каждым разом стираются все сильнее и сильнее. Начинали мы с PES, потом иногда обсуждали FIFA, потом появилась UFL, и мы также начали обсуждать и ее. Когда у нас появится свой собственный футбольный симулятор, возможно, поговорим и о нем. И теперь мы плавно переходим к бейсболу. Что, спросите вы? А все очень просто. Очередная игра от Konami. Очередной симулятор, который уже в свою очередь посвящен бейсболу, но который разработан нашей знакомой студией. Казалось бы, причем здесь eFootball, но обо всем по порядку. Поэтому устраивайтесь поудобнее, не забывайте поддерживать это видео своими лайками и обязательно подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что Konami работают над множеством вещей, и помимо различных видеоигр, которые они выпускают, на старших платформах, на мобильных устройствах, они также заведуют игровыми автоматами, помогают снимать аниме и многое-многое другое. И вот их руки наконец-то добрались до другого вида спорта, помимо футбола. И не так давно Konami объявили о скорейшем выходе симулятора по бейсболу. Ну и что, спросите вы, какое нам дело до бейсбола, учитывая, что в нашей стране бейсбол вообще никак не фигурирует. И здесь вы будете правы, сама игра нас вообще никак не интересует. Точно так же, как и не интересует этот вид спорта. Нас скорее интересует то, как выглядит эта игра и какой именно подход у Konami к этому симулятору. А если вы взглянете на трейлер или на отдельные кадры, то заметите огромную разницу между этим симулятором и нашим любимым футсимом. Невооруженным глазом заметно, насколько сильно отличается графика, проработка, детализация внешности людей, в целом окружение, насколько это приближено к реальности, нежели мы привыкли наблюдать в eFootball. Конечно, за последние несколько лет наш футсим преобразился и выглядит уже получше, нежели было прям на релизе, но тем не менее это даже далеко от того уровня, что был в 21-й части Pro Evolution Soccer. А я напомню, что разрабатывает симулятор по бейсболу та же самая студия, что и выпустила eFootball, а именно Konami. Студия студией, но скорее всего отличаются уже непосредственно сами разработчики, конкретные люди, которые отвечают за две видеоигры. Но тем не менее это не отменяет в целом подхода студии к одному виду спорта и к другому. Пока в случае с футболом они пытаются сделать одну игру общей для всех, в то время как касаемо бейсбола, они скорее всего ориентируются на куда более старшие платформы. Ну, опять же, подход виден невооруженным глазом. Более того, если исходить из трейлера, то данная игра будет использовать свой собственный движок, который называется... Как он называется? Блин, его тяжело выговорить. И Baseball Engine, насколько я понимаю, то есть это что-то похожее, что было в случае с PES во времена, когда он действовал на движке Fox Engine, а не перешел на Unreal Engine. И напрашивается вполне очевидный вопрос, а почему так происходит? Почему какому-то бейсболу, который не сказать, что прям сильно популярен во всем мире, уделяют больше внимания, нежели тому же самому многомячу? Я подозреваю, что все дело в масштабности обоих видов спорта, потому что, сравнивая футбол и бейсбол, ну, как по мне, бейсбол, что ли, поменьше. Поскольку, по моему субъективному мнению, бейсбол, он менее глобально, нежели футбол, хотя в том же бейсболе мы наблюдаем и достаточно весомые арены, множество зрителей. Участвующие игроки в бейсболе также бегают по всему предоставленному полю, но тем не менее, у меня складывается ощущение, что все-таки для воссоздания футбольной атмосферы, для футбольного экспириенса, футбольного геймплея и придачи ему еще большей реалистичности, все-таки усилий требуется намного и намного больше. И второй фактор заключается в том, что, если я не ошибаюсь, именно в Японии, откуда у нас родом и Konami, бейсбол куда более популярен, нежели футбол. Честно говоря, Япония далеко не самая футбольная страна, несмотря на то, что у них там есть и собственные чемпионаты, и собственные плюс-минус знаменитые футболисты. Тем не менее, мне все-таки кажется, что бейсбол превосходит футбол по популярности, а поэтому и подход к созданию обеих игр также различается. Но в целом мы наблюдаем, что если Konami захотят, если они предпочтут для себя это выгодным, интересным, то они могут сделать как надо. Жалко, что это не касается непосредственно eFootball. И мы в лишний раз можем убедиться, что все возможности у Konami для воссоздания хорошей графики и в целом прекрасной атмосферы в симуляторе, они присутствуют, только сами Konami не видят в этом нужды. И я уверен, что большинство знает, почему так происходит. В комментариях под этим роликом можете поделиться своим мнением, почему именно бейсбол выглядит так хорошо, нежели футбол, почему Konami отдают предпочтение ему, может быть у вас есть иные тезисы на этот счет, буду рад с ними ознакомиться. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, канал подпиской и колокольчиком, чтобы не пропустить следующие ролики на нашем канале. На сегодня же у меня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. Всем пока!